Всех любителей ПТшек приветствую. На вашей улице сегодня праздник, потому что мы сегодня говорим про одну из самых удивительных ПТшек в игре на 5-м уровне, особенно это Т-49. Это американская радость, и она заключается в том, что у него есть башня. Эта башня хоть медленно, но поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов. Не каждая ПТшка таким похвастаться может в игре. Именно за это она мне нравится особенно, отдельной строкой. Дело в том, что на 5-м уровне есть всего лишь еще одна только американская тоже ПТшка, Вольверин, у нее тоже башня, но она вообще не поворачивается, практически 16 градусов в секунду, здесь хотя бы 18, еще куда не шло. Но у этой ПТ, в отличие от всех остальных в игре, с орудиями слабовато. Зато у нее сильная динамика, она просто ветер, она отлично ездит, просто феноменально быстро, динамичная, ну одно удовольствие на ней играть. Ну вот пушка, правда, не очень, потому что у нас мало того, здесь нет возможности поставить какую-то гаубицу, которая бы, например, голдовыми кумулятивами стреляла, ну, например, на Вольверине такая есть. У нее, видите, вот тут 350 урон с кумулятива и 150 пробитий, конечно, любого уничтожит. Здесь такого нет. У отечественной ПТ Су-85 тоже есть возможность поставить гаубицу. У французской там есть какая-то и без того мощная пушка. Здесь нет, здесь вот у нас 115 разовый урон, и хоть ты волком вой. И 128, плюс еще бронепробитие самое маленькое. И точность еще 0.41, тоже никуда. Но сводится она очень быстро, ДПМ у нее обалденный, опускается пушка вниз на 10, и все эти минусы как бы, ну, теряются в таком вот в хорошей скорострельности. Вопрос в том, что какие модули поставить, чтобы приукрасить нашу елку. Ну, в смысле, Т-49, потому что елка тут уже в игре есть. Дело в том, что досылатель как бы, ну, не особо поможет, потому что 18-75 выстрелов в минуту и без того много, и без того часто, и разница будет незаметна. То же самое усиленный привод наводки. Скорость сведения 1.7, не ощутите разницы практически. То есть из всех модулей, которые можно поставить сюда, например, это была бы либо оптика вместе, к слову, с трубой и сеткой, чтобы быть, например, вот пассивным светом, потому что все остальное здесь прекрасно, в ней нечего даже усиливать. Что у нас есть из не самого хорошего, так это вроде количество ХП у нее больше всех, но брони совсем у нас нет. 25 мм во лбу маски это самая толстая. Поэтому очень опасно нам под артиллерией стоять. Модули БК расположены вот здесь вот под башней, посреди башни сразу в корпусе, баки следом и потом двигатель. Задний ведущий у нас... Задний привод, короче говоря. Стоимость снарядов перед вами 56 копеек стоят ББшки, и вполне ими можно обойтись, потому что кидает нашу ПТшку к 5, 6 и 7 уровням, и если лоб в лоб мы ни с кем, нам ума не хватит перестреливаться, только в борда кому-нибудь заходить с такой скоростью динамика, это вполне реально, то голдой можно практически не стрелять, хотя она и стоит значительно дороже, чем одна пулька. Ну, сегодня мы посмотрим один бой такой разогревочно-разминочный, вводный, а потом в будущем, я надеюсь, еще на этой ПТшке что-нибудь удачное выпадет. Ну, а пока вот так вот, поэтому внимание на экран. Начнем с карты Фьорды. Здесь я в самом низу списков, просто очень низко. У противника вообще нет ни одной пятерки, одни шестерки до семерки. А меня здесь закинуло. Но мне в этом бою ничего не помешает сделать 15 фрагов. Сейчас будем с вами вместе наблюдать за этой всей прекрасной картиной. Ну и, к слову, вот она как едет. Очень быстро, динамично. Если башню не поворачивать, то практически незаметно. Никаких недостатков у нее. Ну вот я занимаю здесь место за кустиками, за елками. Но как-то тут оно не очень мне понравилось. Я перееду вот сюда поближе. И сейчас моя задача выпасти всех, кто проезжает по той вон длине, по перекрестку. Дело в том, что поскольку я тут первый оказался, то и, наверное, первее всех буду тут стрелять. Ну вот, как-то неудачно отстрелялся. Вот, у противника всего лишь 3 артиллерии, не представляют совершенно никакой угрозы, и поэтому стоять здесь можно сколько угодно долго. Подождите-ка. Ой, это не то видео. Не совсем тот момент, который я вам хотел показать. Не очень-то удачно здесь все вышло. Ладно, это мы вырежем и лучше посмотрим другой бой, который совсем более интересный, и там я хотя бы не умер первым. Как бы так. Вот какой я вам бой-то хотел показать. Здесь карта Южный берег, 5 уровень, нет ни одной артиллерии. И именно это мне нравится в этой игре. Когда я в топе, и все едут на меня задом, и нет в боях артиллерии. Ну, конечно, шучу, хотя... В каждой шутке есть доля шутки. Занимаю место сверху, потому что я на Т-49, потому что я переехал сюда первый, и мой обзор вместе с моей оптикой и сеткой поможет мне кого-нибудь увидеть первым.
Вот если вы обращаете внимание, когда башня поворачивается, она уж ну очень-очень туго поворачивается и скрывается небольшой такой момент, который, ну совсем, скажем, делает невозможным некое, которое мы называем кручение врагов, когда вокруг какого-нибудь тяжа катаешься, и вроде любой танк с такой высокой динамикой, как по идее наша, может закручивать врага, но с такой башней она не будет успевать доворачиваться, поэтому все, что нам остается, это просто перемещаться быстро-быстро куда-нибудь на места, на какие-то, занимать важные позиции и с них уже отстреливать, просто не крутя никого с места. Вот как сейчас попался в мои цепкие лапы Т-34. Китайский. Важное слово. И вот отличная 2,9 перезарядка, вы видите, сведение успевает за 1,7 секунды свестись после каждой перезарядки. Пушка, ну просто выше всяких похвал. И вот сколько я стрелял на этой Т-49, никаких сожалений о том, что нет возможности поставить какую-то гаубицу, здесь нет. Потому что с гаубицей она бы, наверное, вообще нагибала. Ну, хоть без гаубицы отдохнем, тоже разнообразие. А то без кумулятивов в последнее время удовольствия от игры что-то не видно. Вот 300 метров до цели, Т-1 Heavy большой, но и то умудряюсь мазать. Вот едет ПТшка 5 уровня французская, которая тоже вполне себе имеет неплохое орудие. Но динамику не имеет, башни не имеет. И ничего хорошего тоже, в общем, не имеет, кроме разового урона. А, у нее еще, кстати, обзор 400. Та еще ПТшка, с ней там шутки плохи. В кустах она любого пересветит. Все, разбивают один хэви и принимаю решение пострелять по КВ-1. Он там, он, похоже, спустился, и вот с этой точки обычно они тут доступны. Но тут стоит домик, мешается. Вот. У КВ-1 проблемка. У него толстая башня, и я его не пробью в башню, поэтому здесь я принимаю решение. Вполне возможно, вам такое принимать не нужно, а это покидать голдой по 2800 за каждый снаряд. Вот, он хотя бы в башню пробивает КВ-1 без проблем в борт. А мне больше и не надо. Все. Отправил несколько тысяч кредитов в воздух, точнее в башню КВ-1. Вот, еще Т-34, уже советский вариант здесь засветился. Вот, и он пропадает из-за света, и из прицела, и из доступности тоже пропадает. Прячется, короче, за домик. И его тут уже без меня разбивают. Ну вот так вот как-то. Отстрелялся на месте на этом, отстрелил все, что здесь ползало вокруг. Кроме Штуга, потому что он там вот выехал, и вроде бы я смогу его достать, если отъехать назад. Вот так вот встать, да, достаю, и можно по нему вполне вести огонь. Ну, если бы еще все попадало, и если бы я его добил, то было бы, конечно, здорово, но не вышло. Едем дальше. У противника слишком мало осталось танков, потому что слишком быстро закончились, как там, надо сказать, команда появилась вдруг в рандоме, что всех убили очень быстро. И решаю решиться на решение. Совершить бросок вперед. Главное, что не разбиться вот с таких вот высот. И вот себе еду. То есть скорость 60 для этой ПТшки набрать, это вот на раз. Буквально за секунду-две вы уже мчитесь. И ну, это действительно приятно. И когда вот у вас есть скорость, это значит, что вы всегда можете удрать из передряги. Это всегда значит, что вы можете догнать какого-нибудь негодника, который там куда-нибудь поехал. Сбить захват собственной базы вовремя, например. Ну, что я вам рассказываю. Преимущества скорости, они очевидны. Поэтому Т-49, она по праву считается... Чем она так хороша? Тем, что если у нас нет брони, это значит, что мы просто не можем совершать ошибки, как в прошлом бою. Нечего было под артиллерией стоять, так ведь? Все мы про это знаем, но стесняемся об этом думать в нужный момент. Все время рассчитываем на какую-то шару, что именно в меня сейчас никто не будет стрелять, но иногда получается так, что будут стрелять именно в меня, как в том бою. Ну а здесь все попроще, все полегче. Остались два врага, Су-85 и Черчилль. Ну вот, Су-85 была где-то здесь, естественно. Вот так оно и оказывается, за углом. И я ее тут догоняю, пытаюсь ее как-то выцелить. Но здесь заборы, дома, какие-то непонятные кусты. Она не двигается, я думал двинется, не двигается. Молодец. Вот она, начинает двигаться. Тут же я по ней откидываю. Ну вот, почти кончились снаряды, ребята. Осталось 5 снарядов всего лишь. Одна ББшка и 4 подкалибера. Вот, и теперь я еду за Черчиллем. По мини-карте видно, что он светился, скажем так, вот в этой вот зоне у нас. Ну и я куда-то туда еду.
Хотя, оказывается, если бы я ехал на нашу базу, то я бы сделал грамотнее, потому что он едет на захват. Но об этом мы уже не знаем. Короче говоря, данный бой практически закончился, и если подвести какой-то вывод, какие-то итоги, то я, честно говоря, был просто уверен, что с такого неплохого боя, когда обычно выстреливаешь весь боекомплект на любом танке, то, как правило, ачивка мастер только в путь. Но оказалось, не казалось. Оказалось, такого не произошло. Оказалось, мастера, чтобы нужно получить, нужно вообще как следует кого-то нагнуть. Именно это и позволяет Т-49. То есть, еще раз вам говорю, этот танчик один из самых лучших на 5-м уровне вообще, потому что он едет, потому что он стреляет, хоть и не так, скажем так, и сильно, не так мощно с одного выстрела, но по ДПМу просто превосходная машинка. И вообще главная скорость. Потому что скорость для тех, кто знает, куда ее применять, она решает, она, как правило, нужна. Ну вот, бой закончился, к сожалению, по захвату наши берунги взяли базу, я не успел тут Черчиллю раздать, хотя мог бы. Всем спасибо за внимание, обязательно покатайтесь на Т-49, обязательно покатайтесь на Hellcat, и эти две машинки, они по-настоящему обалденные. В ангаре, похоже, дело, они останутся прочно, потому что удовольствия от них очень и очень много. Всем спасибо за внимание, надеюсь, видео было вам полезным и вас немножко развлекло. Подписывайтесь на мой канал и удачи. Пока-пока. Everybody, let's get into it. Get started, get started, get started.